Всем привет, с вами я Таня, и сегодня я хочу предложить свой рецепт приготовления торта «Молочная девочка». Он немного отличается от классического варианта, но, на мой взгляд, так его готовить гораздо проще, быстрее, а получается он более вкусным и нежным. Все ингредиенты для приготовления теста должны быть комнатной температуры. К яйцам добавляем щепотку соли и слегка взбалтываем венчиком. Взбивать не нужно, просто чуть-чуть перемешать. Тесто готовится быстро, поэтому я сразу включила разогреваться духовку до 180 градусов. Теперь к яйцам добавляем сгущенку. Сгущенку я беру хорошую, в составе только молоко и сахар. Ну, точнее, это сгущенное молоко. Если будет написано сгущенка, тогда вряд ли это будет хорошим продуктом. И еще раз перемешиваем. Теперь муку смешиваем с разрыхлителем и в несколько приемов просеиваем тесто. Классический вариант идет без сливочного масла, но я предпочитаю немножко добавлять, тогда коржи получаются более нежными. Ну и их лучше потом отделить от пергамента, ну либо от коврика. Масло я растопила, ну и остудила, чтобы оно было тоже комнатной температуры. Вот такой консистенции получается тесто. Ну, такое достаточно жидковатое. Так, и обычно выпекают коржи, рисуя круги на пергаменте, но мне удобнее выпекать одним большим коржом, так же, как я делала свой медовик, Спартак. Ну, на мой взгляд, так гораздо быстрее получается. Просто форма тортика будет не круглая, а прямоугольная. Так, я буду выпекать на силиконовом коврике, но если у вас такого нету, то пеките на пергаменте. Главное, чтобы он был качественным и ничего не поприлипало, потому что в тесте все-таки есть сгущенка, и оно такое довольно приставучее. Ну, если опасаетесь, то можно просто чуть-чуть смазать сливочным или растительным маслом бумагу. Теперь делим тесто, ну, примерно на 2 части и перекладываем. Тесто тянучее, поэтому распределить его очень легко. Ну, либо лопаткой, либо скребком. Выпекаем корж в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 7 минут. Духовки разные, поэтому ориентируйтесь по своей. Как только начнет зарумяниваться, сразу доставайте. Корж готов, вот он чуть-чуть подрумянился сверху. Ну и такой он очень-очень мягкий получается и воздушный. Теперь сразу же подрезаю края. Нож, конечно, я беру не острый, чтобы не порезать коврик. И делим на необходимое количество коржей. Я буду делать высокий тортик, поэтому я буду делить на 4 части. Только разрезайте аккуратно, потому что коржи очень нежные, и их легко повредить. Ну, вот так слегка придерживать можно. Ну вот от силиконового коврика они вообще очень хорошо отстают. Ну вот такие мягкие получаются. Теперь перекладываем их остужаться. Ни в коем случае не складывайте стопкой, а то могут слипнуться. Ну, все-таки там сгущенка в тесте. Я вот так на досочке раскладываю и остужаю. И сейчас выпекаем точно такой же второй корж. Остатки теста я всегда очищаю, чтобы второй корж не прилипал. Если бумага качественная, то также можно счистить и использовать повторно. Остывшие коржи можно сложить стопочкой, они уже не склеются. А теперь приготовим крем. Я хочу предложить свой вариант крема на основе кефирного сыра, который я готовила пару выпусков назад. Ссылку я оставлю в подсказках и в описании под этим видео. Я уже пробовала приготовить пробную версию, мне очень понравился этот крем в работе и по вкусу. В общем, хочу, чтобы вы тоже попробовали такой крем. Так, сейчас я уже выложила сюда вот этот кефирный сыр. Кстати, уже прошло, вот, наверное, сколько дней? 5. Но он прекрасно сохраняется, вообще не портится, с ним все в порядке. И по вкусу он такой же, как был в первый день приготовления. Так, пудру уберите тоже по вкусу, хотя вот эта пробная версия, которая у меня была, я готовила с сахаром, потому что пудры просто не оказалось, и он таким же стабильным и остался. Так что, если пудры нету, можете смело изменять на сахар, у вас точно ничего не подтечет. Пудру я беру 70 грамм, ну, конечно же, добавляется по вкусу. Все-таки коржи такие достаточно сладкие, все-таки они на сгущенке.
И крем должен хорошо балансировать. Ну, я не люблю, чтобы тортики были очень сладкие. Так, теперь к нашему кефирно-творожному сыру добавляем пудру. И взбиваем пару минут, чтобы просто вмешалась пудра. Ну, либо сахар. Я даже меньше взбиваю, где-то секунд 30, наверное. Ну и, конечно, если вы не хотите использовать такой сыр, ну, на основе кефира, тогда можете взять просто обычный творожный сыр, либо сливочный, либо сделать какой-нибудь другой крем. И еще забыла сказать, что, конечно же, все ингредиенты для крема должны быть очень холодными. Ну и вот, после взбивания кефирный сыр остается таким же густым, вот, отлично держит форму. В принципе, уже таким кремом можно смело прослаивать, он очень вкусный, но я еще хочу добавить сливки. Ну вот я делала в пробной версии именно вот этот сыр со сливками, и мне очень понравилось. Так, теперь добавляем холодные сливки. И теперь взбиваем вместе до загустения сливок. Конечно же, не перебейте, чтобы сливки не стали маслом. Вот такой замечательный крем у нас получился. Густой, плотный и очень-очень вкусный. Так, ну а теперь будем собирать тортик. На тарелку выкладываем немножко крема, чтобы не ерзал корж. И выкладываем первым. И покрываем кремом. Крем вообще обалденный. Вот реально, не поленитесь, приготовьте вот так. Хотя что там готовить? Этот кефирный сыр заморозил, разморозил. Сыр готов. Вот видите? Абсолютно стабильный и очень удобный и вкусный. В общем, мне кажется, теперь я во многих своих тортиках буду использовать именно этот кефирный сыр. Но, кстати, я еще, конечно же, читала все ваши комментарии. Я еще хочу попробовать сделать со сметаной, с ряженкой. Думаю, тоже будет необычно и вкусно. Ну и так собираем весь торт. А выравнивать таким кремом торт просто одно удовольствие. Ничего не падает, не стекает. Отлично держит форму, в общем. Я в восторге от такого крема. Тортик готов, теперь отправляем его на пропитку в холодильник минимум на пару часов. Тортик нежнейший. Осталось заварить чашечку крепкого кофе и насладиться его божественным вкусом. Идеальный торт. Наверное, один из самых вкусных, который я готовила вообще за последнее время. Извините, что говорю, не проживав. Но этот крем просто, не знаю, идеальнее его, наверное, к этим коржам просто крема не найти. Я вам однозначно рекомендую его попробовать. Я уверена, что вы останетесь в таком же восторге, как и я. В общем, рекомендую вам попробовать такой нежный тортик. Я уверена, что он вам также понравится. Буду с нетерпением ждать ваших отзывов в комментариях.
ваших фоток в группе ВКонтакте. Ссылка на нее, кстати, всегда указана в описании к видео. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, удачной выпечки и жду уже в новом видео. Всем пока!